Привет, мои дорогие! Продолжаем вязать серию новогодних игрушек. Сегодня свяжем вот такого милого кота. Он может быть черным, рыжим, серым. В данном мастер-классе буду вязать оранжевым цветом. И некоторые фрагменты возьму из мастер-класса тигра, так как они вяжутся совершенно идентично. И вяжем две детали для тела, две детали для головы, ушки черным цветом, хвостик, светлое пятнышко и 4 ножки. Основной цвет будет черным. Ну что, приступим? Вяжем тело. Вязать будем по спирали. Первый ряд. Светлой пряжей вяжем 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо. Второй ряд. Каждый столбик предыдущего ряда вяжем по одному прибавлению. Отмечаем конец второго ряда и третий ряд начинаем с одного прибавления. Затем один столбик без накида и повторяем прибавление, один столбик без накида. Чередуем так до конца ряда. Заканчиваем одним столбиком без накида. Отметили конец ряда и четвертый ряд начинаем с 2 столбиков без накида. Затем прибавление, повторяем 6 раз. Заканчиваем ряд прибавления. Пятый ряд. Начинаем с одного столбика без накида. Далее прибавление и 3 одиночных столбика. Повторим 5 раз. Прибавление и 3 одиночных столбика без накида. Заканчиваем ряд прибавления и 2 столбиками без накида. Отмечаем конец ряда. Шестой ряд начинаем с 4 одиночных столбиков. Затем прибавление. Повторяем 6 раз. Заканчиваем ряд прибавления. Я вяжу еще 2 столбика без накида и соединительный столбик. Закрепляю нить и обрезаю. Пузико готово. Присоединяем оранжевую нить. И так как мы заканчивали наш ряд прибавления, то присоединять нить будем в следующий столбик. Это начало 7-го ряда. Делаю так, чтобы был незаметный переход цвета. Присоединили нить. Это и есть первый столбик 7-го ряда. Далее 5 раз повторяем одно прибавление плюс 5 одиночных столбиков. Заканчиваем 7-й ряд прибавлением и 4 столбиками без накида. Восьмой ряд. Продолжаем вязать все так же по спирали. Отмечаем конец ряда и начинаем с 4 столбиков без накида. Далее повторим 5 раз. Одно прибавление плюс 6 одиночных столбиков.
Заканчиваем прибавлением и 2 одиночными столбиками. 9 ряд будем чередовать 7 одиночных столбиков плюс прибавление. Повторим 6 раз. Заканчиваем прибавлением. Нить не обрезаем. Первая часть туловища готова. Вяжем такую же часть, только оранжевым цветом. Вяжем ножки. Нить вдеваем в иглу и нанизываем на нее 3 бусины. Вот таким образом. И самым обычным способом завязываем 2 узла и сильно их затягиваем. Вяжем 20 воздушных петель, но сразу пряча кончик между воздушными петлями. Можно смазать его сразу клеем для пряжи или ПВА. Тогда он точно никуда не денется. Главное, ниточку перекручиваем сверху рабочей нити. Не снизу, а сверху. Вот так и спрятался наш кончик. Далее вяжем оставшееся количество петель. Всего должно быть 20 воздушных петель. Ножки примерно 9-10 сантиметров. Нить обрезаем, подтягиваем кончик и обрезаем его тоже. Свяжем 4 ножки. Сейчас будем присоединять наши ножки с обратной стороны частей. Отсчитываем 3 ряда и присоединяем ножку. Между первой и второй ножкой у меня 9 столбиков без накида. Прикрепили ножки к задней части. Передней части ножки прикрепляем точно так же. Только отсчитываем 2 ряда снизу, и между ножками уже будет 10 петель. Прикладываем обе части друг к другу изнанкой и будем сейчас их связывать. Продолжаем вязать оранжевой нитью и связываем 2 части столбиками без накида. Наполняем тело холофайбером и заканчиваем связывать 2 части. Дошли до конца ряда, обрезаем нить, теперь аккуратно закроем ряд. Вот таким способом. Вот так незаметно закрыли ряд, ниточку убираем вовнутрь. Вяжем хвост. Набираем 15 воздушных петель. И во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Закрепляем нить и обрезаем. Оставляем немного для пришивания. Берем 5 ниточек сантиметров по 7 и прикрепляем к первой детали. Пришиваем его к телу. Ниточки от хвоста связываем между собой и прячем вовнутрь. И вяжем мордочку. Набираем 10 воздушных петель. Первый ряд. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавление. Затем 7 одиночных столбиков. Четыре столбика с одним основанием. Далее вяжем 7 одиночных столбиков.
И заканчиваем ряд прибавлением. Отмечаем конец ряда и второй ряд начинаем с прибавления. 9 столбиков без накида. Вяжем 2 прибавления. И затем снова 9 столбиков без накида. И заканчиваем одним прибавлением. Отмечаем конец ряда и третий ряд начинаем с 2 прибавлений. Далее 9 столбиков без накида. Сейчас вяжем 4 прибавления подряд. Девять столбиков без накида. И заканчиваем ряд 2 прибавлениями. Отмечаем конец ряда. Четвертый ряд начинаем с 2 одиночных столбиков. Далее прибавление. 11 столбиков без накида. Вяжем прибавление. 4 одиночных столбика. Прибавление. 11 столбиков без накида. И заканчиваем ряд прибавлением и 2 столбиками без накида. Маркер убираем, вяжем соединительный столбик, закрепляем нить и обрезаем, оставляя немного для вышивания. Берем нить оранжевого цвета, присоединяем ее к нашей мордочке в прибавление предыдущего ряда и вяжем 5-й ряд, в котором будет 13 столбиков без накида. Вяжем до прибавления предыдущего ряда, включая 1 столбик без накида. 6-й ряд. Начинаем с 1 воздушной петли, разворачиваем и вяжем также 13 столбиков без накида.
Седьмой ряд. Начинаем с одной воздушной петли подъема, разворачиваем, затем делаем одно убавление. Далее вяжем 9 столбиков одиночных. И в конце тоже делаем убавление. Восьмой ряд. Одна воздушная петля подъема, развернули и вяжем до конца 11 столбиков без накида. Девятый ряд. Одна воздушная петля подъема, развернули, убавление, 7 столбиков без накида. И заканчиваем убавлением. Нить не обрезаем. Передняя часть головы готова. Заднюю вяжем идентично из оранжевого цвета. Складываем обе части головы изнаночной стороной друг к другу и связываем две части между собой столбиками без накида. Немного не довязываем и набиваем голову холофайбером. Набиваем не очень плотно. В углы головы вяжем по 2 столбика без накида в одно основание. Довязали до середины, вяжем 35 воздушных петель. И продолжаем связывать обе части столбиками без накида. Оставляем немного нити для утяжек и обрезаем. Закрываем красиво ряд. Петлю можно украсить бусиной. Сейчас делаем утяжки нитью, которую оставили, чтобы наша мордочка стала более объемной. Утяжки показываю не на убыстренке, так как по ним куча от вас вопросов. В итоге должна появиться вот такая выемка для будущих глазок. Вяжем ушки. Нитью оранжевого цвета в кольцо амигуруми вяжем 5 столбиков без накида.
Нить закрепили, оставили немного для пришивания и обрезали. Прикрепляем нить черного цвета и вяжем 2 столбика без накида. Затем в середину вяжем 3 столбика без накида в одно основание. И еще 2 столбика без накида. Закрепляем нить, оставляем немного и обрезаем. Черную ниточку можно обрезать. Подтянули ниточки. Ушко готово. Вяжем второе такое же. Пришиваем ушки. Черной нитью пришиваем глазки. Глазки пришили. Сейчас вышьем носик розовой нитью. На конце нити завязываем узел и вышиваем носик. Носик вышили. Оформляем глазки. Делаем белки светлой нитью. Также светлой пряжей вышиваем ушки. И черной нитью вышиваем бровки и усики с улыбкой. Пришиваем бусину, к которой будем прикреплять тело. Связываем все ниточки между собой и прячем вовнутрь головы. Присоединяем голову к телу. Обратите внимание на ножки, они должны быть симметричны. Голова пришита. Вяжем светлое пятнышко. Для этого в кольцо амигуруми набираю 6 столбиков без накида. Затягиваю кольцо и вяжу 2 прибавления. Два столбика без накида и соединительный столбик. Обрезаю нить. Пятнышко готово. Пришила его над глазом нашего кота. Котик готов. Вот такой забавный и смешной. Ростом примерно 15 сантиметров. Благодарю каждого, кто вяжет по моим мастер-классам. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и пишите комментарии. Всех обнимаю. Ваша Аня Эльмарс.